Последние годы в Грузии произошел удивительный поворот. Когда-то крайне националистическая, она сегодня уверенно движется по пути прагматизма и нормализации отношений с Российской Федерацией. Но что стоит за этим неожиданным курсом? Какие секретные переговоры ведутся за кулисами и какие последствия они могут иметь для всего Южного Кавказа? Один из ключевых шагов на этом пути – принятие закона об иностранных агентах и запрет на пропаганду ЛГБТ. Это не просто законы, а мощные сигналы для Москвы. А теперь представьте, между Грузией и Россией уже давно идут тайные переговоры. О чем они? Какая конфигурация региональных сил готовится? Ответы на эти вопросы кроются в политических маневрах Иванишвили, человека, который многие считают настоящим правителем Грузии. Иванишвили выстроил хитроумную стратегию. Тбилиси демонстрирует лояльность Москве. Никаких санкций против России, отказ от НАТО, наращивание экономических связей. Но что же Грузия получает взамен? Возможно, Россия готова поддержать урегулирование тех самых территориальных вопросов, которые десятилетиями создавали напряженность. Однако действительно ли Москва пойдет на кардинальные уступки? По мнению экспертов, Россия пока не готова к серьезному пересмотру своих позиций по Абхазии и Южной Осетии. Но есть один важный нюанс. Москва положительно воспринимает перспективы экономической нормализации с частично признанными республиками. Тбилиси же будет стремиться добиться возвращения хотя бы части беженцев в их бывшие дома. Вопрос, который уже поднимался на уровне ООН и не встретил серьезного сопротивления со стороны России. Это может стать важным шагом в продвижении к примирению. Но какова настоящая цель Грузии? И вот тут начинается самое интересное. Грузинское руководство разработало проект конфедеративного государства, предлагая Абхазии почти полную автономию. Двухпалатный парламент, право вето на решения, конституционная защита языка. Кажется, это должно расположить абхазов к грузинам. Но вопрос в другом. Примут ли абхазы этот план или увидят в нем лишь хитроумный трюк? Не менее интригующим остается другой аспект грузинской политики. Тесное сотрудничество с международными неправительственными организациями и структурами, такими как UNDP. Но вот что поразительно. Тбилиси активно поддерживает националистически настроенные абхазские организации. Как это сочетается с политикой примирения? Ответ прост. Грузинские власти используют антироссийскую истерию для создания иллюзии протеста абхазов против российского влияния и продвигают это на международной арене. Ловкий ход, не так ли? И вот что самое неожиданное. В кулуарных переговорах с Москвой Иванишвили представляет абхазов как неблагодарных союзников России. Перед Кремлем он ставит острый выбор. Продолжать поддерживать частично признанные республики, которые кусают руку их кормящие, или же наладить отношения с крупнейшим христианским государством Кавказа Грузии, которое готово отказаться от всех тревожных для России устремлений. Грузия уверенно движется к успеху. И если все пойдет по этому плану, через 10-15 лет регион может измениться до неузнаваемости. Абхазия и Южная Осетия окажутся в крайне уязвимом положении. Но главный вопрос – примут ли их власти превентивные меры или позволят этим событиям сломать уже привычный порядок? Как вы считаете, к чему приведет эта дипломатическая игра? Поделитесь своим мнением в комментариях.